Ребят, выложили в геймпассе Quake. Тот самый оригинальный, самый первый Quake заремастерили. Сейчас посмотрим, как он работает на Xbox One. У меня Xbox One S. Очень интересно посмотреть. Вот вы видите уже первые кадры. То есть это демо-геймплей. Выглядит прям вот все супер. Вот все как оригинально. Сейчас посмотрим. Сейчас я залогинюсь. Смотрите, ребят, даже есть мультиплеер. Мультиплеер, одиночная игра, дополнение. То есть все как вот по старинке. Даже такое же меню, все такое же. Давайте в дисплей. Яркость меняется прям по старинке. Глубина поля, разрешение. Антиалиасинг можно сказать, выключать. Прикольно. Давайте все включим. Посмотрим, как оно все будет работать. Разрешение вот высокое, да. Ну вот высокое у нас стоит уже. Очень интересно. Текстурки сейчас можно сглаживать. Давайте не будем сглаживать. Ради хочу проверить мультиплеер. Что сейчас там происходит в мультиплеере. Давайте-ка посмотрим. Нужно что-то сказать. Ну, в другом видео посмотрим, как онлайн работает. Давайте одиночку включим. Вспомним классику. Поставим немножечко сложность повыше. Ну, погнали. Давайте посмотрим первый геймплей. Я помню, что в первый Quake играл на компьютере, как положено, естественно. И еще был такой у меня немножечко темновато. Давайте яркости добавим. Такой вариант, помню, был в свое время у меня. На Siemens SX1 играл. Ребята, если кто помнит, ставьте обязательно лайк к этому видео. Это был такой старый Siemens, один из самых первых, вот так немножко лучше, один из самых первых смартфонов от Siemens. Я помню, на нем проходил CL Quake. Не очень удобно было. Потом у меня на 6600 на пингвинчике я проходил. То есть я реально на мобилках, помню, играл, очень мне нравилось. Слушайте, ну выглядит очень хорошо. Прям вот как оригинальный Quake. Такое все, вот, блин, вот очень приятная картинка, очень даже. RTX сюда не завезли, к сожалению. Ну и, возможно, бы просто-напросто Xbox One мой не потянул бы. Вот, прошли сейчас первые монстры сейчас пойдут. Так, где они там, патрончики подбираем. Откуда у меня хреначит? Я, кстати, совершенно не помню уровня, я вам больше скажу. Очень давно не играл. Реально уже не знаю, как в последний раз включал Quake, самый первый. Но игра, блин, вот очень классно, что они решили сделать ремастер. На этой волне сейчас вот ремастеров. Diablo 2 заремастерили. Получается, вот первый Quake. Я вам скажу, что ощущение вот один в один, как вот когда вот в те времена вот играли в Quake. То есть ничего не поменялось. Вот они реально вот прям сделали ремастер, какой вот нам нужен. То есть они не изменили ни графику, ничего. То есть просто потянули разрешение. Все точно так же работает. Кстати, вот мне интересно, помните, у нас еще была такая игра, Молись называлась. Она типа на движке Quake была сделана, такой шутер типа тоже сделали, очень классный, помню, в свое время был. Мне очень нравился так Underweight, так открыли вот на дверь в воде. Да, вообще, я бы скажу, я просто в восторге, прям от этой ностальгии. Очень здорово поиграть снова вот этот Quake, конечно, так. Очень приятно, конечно. Вот. Я еще недавно играл в третий Quake, в Quake 3 Arena на 360-м боксе, у меня там он есть. Тоже классно у него было поиграть, но он мне немножечко какой-то не понравился. Они там и меню изменили, все изменили. А здесь мне очень нравится, что прям все оригинально выглядит. То есть тут прям все под старину они сделали. То есть как вот на компе, когда включали в те годы, вот так же сейчас здесь все выглядит. Ага, вот потайная комната. Прикольно, что освещение еще тоже так они сделали. Очень-очень-очень интересно. Давайте просто посмотрим немножечко геймплейчик. Сейчас вот. Так, воздух кончился у меня уже там. Вот они ожили уже. Нет, блин, здорово. Я помню, что из Quake'ов мне очень сильно второй Quake нравился. Я играл еще второй Quake, играл я в него у друга на PlayStation 1. И еще у брата, помню, двоюродного сидели, играли, у него был второй Quake. Тоже очень круто казалось тогда. Здорово будет, если они еще за ремастер второго Quake сделают. Третий Quake, конечно же, чисто мультиплеерная такая игра. А про четвертый, ребят, я уж промолчу. Если кто-то из вас играл в четвертую, то, наверное, сам помнит, что, ну, игра, скажем, не очень вышла. Почти что копипаста третьего Дума, грубо говоря, и какая-то неинтересная была, не была она популярной. А вот третий Quake, я помню, на школе еще стоял. В третий Quake вот мы играли онлайн, очень нам нравилось. Блять, платформа уехала. То есть куча ощущений было, вообще вот просто сидели, помню, на каждую перемену забивали в компьютерный класс, и если были места свободные, то мы садились и просто залипали в Quake 3 арену. То есть у нас была Контра 1.6 популярная и Quake 3 арена. Ай, блядь, вот меня уже убили. Давайте пробуем снова, пойдем, наверное, в другой портал. Мне с начала уровня. Ну, как я вам скажу, на самом деле, насчет графики, реально очень мне нравится, что они сохранились вот эту
оригинальную графику, очень приятно при этом выглядит, то есть глаза не режет, все такое сглаженное, приятное. Но вот прям все те самые оригинальные текстурки. Очень хорошо игра работает, естественно. Надо будет попробовать мультиплеер, я вот специально обязательно в следующему видео создам уже учеточку. И посмотрим, как мультиплеер выглядит. Но вот первое впечатление, вот сейчас вот говорю, Пирасу включил. Очень хороший, очень прям вот все как раньше, вот прям вспоминаешь сразу. Я еще помню, что мы играли у соседа в этот Quake. В Quake и в Malice у него играли. У него был, короче, Pentium 1. Что-то там 160 МГц или что-то такое. И там мы у него залипали, помню. Здорово так нравилось. У меня еще самого компания была. У меня еще тогда только Sega была. Вот мы, помню, к нему ходили. Самое начало 2000-х был, наверное, 2000 год. Или даже еще 99-й. Скорее всего, 2000-й. Вот у него мы сидели, играли. Очень классно было, конечно. Куча ощущений. Так, ну пойдемте давайте в портал, проплывем, вот открылась у нас эта дверь. Хочется пройти уже, конечно, немножечко уровень, чтобы дальше. Я не знаю, наверное, все, кто будет смотреть мое видео, не стопудово все уже Quake видели, и все его шарят. Но ремастера довольно-таки приятно. Музыки почему-то не хватает, я не помню, была ли в этих уровнях музыка. Извините, ребят, не такой уж я эксперт по Quake'ам, но хотелось очень сильно поделиться первыми впечатлениями буквально. Показать вам, что вышло. И на самом деле очень здорово, что геймпасс вообще такую возможность дает, на самом деле, потому что сам по себе он не очень дорогой, а если вы первый раз создаете учетку в геймпассе, то вообще можете там за какие-то копейки ее взять. Так, нашли мы потайные проходы, всем патроны, всем говном. И там, пожалуйста, вот можете эти копейки и огромная библиотека игр. Не то чтобы рекламу геймпасса делал, но сам по впечатлениям, насколько это хорошая вещь геймпасс, грубо говоря, это Netflix тот же самый. Только очень интересные игры нам все время находятся. Ну вот сами видите, да? Вот они все жили. Блин, не так просто их, короче, замочкерить, на самом деле. Я что-то не ожидал. Блин, ачивку мне, смотрите, дали. Friendly Fire, да? Бить больше монстров, чем... не успел досчитать. Блин, что-то сложно. Я сложность, может быть, даже высоко поставил. Кстати, на джойстике очень приятно играть, я про это ничего не сказал. Даже сам не заметил того, но довольно-таки неплохое управление. Часто мажу, конечно, по-моему, автодоводки никакой нету, но, в принципе, играется неплохо. Так что первое впечатление, опять же, ребята, очень у меня хорошие, и они очень классно адаптировали управление, потому что все-таки первый Quake, очень тоже интересно, он первый раз оказался на консолях. То есть были какие-то пиратские порты, естественно, да, их на все, что можно, выпускали. Но именно такой официальный порт, вот он первый раз оказался на консолях. В отличие от второго Quake, от третьего того же самого и от четвертого, который выходил на 360-м боксе. Это сейчас вот эксклюзивчик, так сказать, Pirasan вышел на консоли. Очень интересно, что они вот его добавили еще в геймпасс. То есть они не только его в Steam залили для компов, а вот они еще сделали для консоли. Так что это действительно очень здорово. И опять же очень приятно, что поддержка старого поколения, то есть вот Xbox One, все еще актуальна и еще не забросили. Даже на нее он вышел, тоже очень здорово. Интересно, вот на Xbox One X, например, какая там графика, там она получше будет. Может, там больше эффектов завезли, конечно. Надо будет посмотреть тоже ролики. И в следующем видео обязательно, ребят, я думаю, что мультиплеер посмотрим. Сейчас попробую пройти этот уровень. Двойной шотган, я вам скажу, он просто отличный. Он такой прям серьезный двойной шотган уже. А, вот я слышу музыку, просто сначала что-то я не расслышала. То есть все музыка, все есть здесь, супер, они сделали ремейк, конечно.
Так, топорик мы, наверное, не будем. Да, хочу дабл шотган. Вот, дабл шотган, конечно, отличный. Так, и где же здесь теперь нам проходить? Нужно как-то наверх подняться, походу, да. Так, удумал, что именно сюда я и забыл пройти. Так, сейчас мы этого захерачим. Вон он меня уже ждет. Бегут, 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 бегут. Давай его топором снимем. Ради интереса. Блять, он меня сам снял. Слушайте, ну... Ай, блядь, я сейвиться каждый раз забываю. Да, довольно-таки сложновато что-то играть. Такой хардкорный прям шутер, конечно. Ничего не скажешь. Но я скажу, что вот мне нравится сейчас стопудово с попытки пройдем сейчас уже уровень. Начал я его немножечко запоминать уже. Так, патроны все собрали. Немножко чувствительности у джойстика не хватает, на мой взгляд. Вот когда камеру право двигаешь, можно ли это подрегулировать, интересно. X, Y. Да, ну хотя... Так, эти меня уже сейчас захерачат. Уже к управлению привыкать начал. Так, мы открыли, теперь поплыли сюда. Так, сейчас, значит, пройдем это место. Вот этот вообще типацкий, конечно. Завалили его. Ох, жесть какая заруба. Да, ребят, реально сложно мне играть, не пройти что-то никак. Давайте еще разок. Самый первый уровень, самое-самое начало, и прям так сложно, 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 не ожидал.
В этот раз начали с того, что я подобрал дробовик двойной. Отсейвимся. F5 нажмем, скажем так. Ну давайте этих теперь снимать, я вроде готов. Все, вроде всех снял. Можете ли наверх проходить? Так. Конечно, ходишь здесь, такое ощущение, что по кругу, а сам ты просто с комнаты в комнату попадаешь, они такие похожие. ХПшки-то никогда не лишние, да, будут? Ну давай, иди сюда. Давай, давай, да, хорош. Продвинули чуть подальше, обязательно отсейвимся. А, можно было на тот же сейф сейвиться, ну и бог с ним. Ух ты, блядь, а. Серьезно. Броню сейчас все снимут. Давай их с автомата снимем. Просто отлично. Ну вот это поинтереснее будет уже, конечно. Да, ребят, вы наверное сами все видите, игра, конечно, блять, супер. Просто вот прям все вот так, как положено, прям по олдскулу. И графика, и все. То есть очень приятно, конечно, что они... Самое главное, завезли сюда разрешение, что ты играешь в старую классику. На современном телевизоре с отличной картинкой. Переводным джойстиком. То есть вообще, ну, реально по кайфу, что их еще снять. Так что я вам обязательно рекомендую, вот, если у вас есть Game Pass или у вас есть Xbox, да и, наверное, на компьютер тоже, думаю, в Game Pass, реально возьмите себе Game Pass, чтобы поиграть в этот Quake. Очень, потому что классно, столько воспоминаний сразу, блин, прям вообще по кайфу. То есть просто хотел сделать небольшой ролик, поделиться с вами первыми впечатлениями об игре. То есть может сейчас загрузиться, это хорошо. Показать им, как сама вот игра выглядит, как она управляется. То есть я с вами ее для себя сейчас открываю. Я, получается, еще не играл в этот ремастер. Я думаю, что вы как бы получили какую-то небольшую картинку. И можете тоже создать впечатление об игре. То есть мы реально вернулись в те самые времена, в тот самый оригинальный Quake. На современном просто железе, ни графика, ничего не поменялось. Интересно, что в отделе News написано. Quake — легендарная игра, FPS, то есть парочку буквально слов написано в самой игре. Вот интересно, надо создать отдельную учетку, ребят, и посмотрим в следующий раз, как онлайн работает, что он из себя представляет. Могу, в принципе, даже стримы по этой игре поделать, если вам интересно, обязательно посмотрим. Да, вот даже так смотреть, очень классно, конечно, демо-геймплей.
Обязательно посижу, попрохожу ее, и еще сниму, возможно, даже обзор полноценный. Ну, на этом, наверное, все тогда. Я с вами буквально поделился, вот буквально несколько минут игры. Первые самые впечатления, не самые такие необычные, мне очень она понравилась. Очень прям ностальгия отдает, хорошо работает. Управление на джойстике тоже отлично реализовано, так что даже если у вас старенький Xbox One, то без проблем вы поиграете на нем. Ну, а на этом все тогда, и скажу вам до скорых встреч.